Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, лайки, комментарии, колокольчики, подписки, все как обычно. Сегодня поехали! Итак, сегодня у меня Диана на коррекции. Диане мы будем корректировать ручку со снежинками. Безумно красивый был дизайн, хорошо относился, никаких проблем с ним не возникло. Поэтому снимаем старый материал, убираем длину, отодвигаем кутикулу, в общем, делаем все как обычно. Напишите в комментариях порядок работы, вы его уже наизусть все знаете. Ну и сразу же переходим к моей любимой части, к дизайнам. Итак, сегодня мы будем рисовать нечто интересное, нечто необычное. Сегодня мы будем рисовать с чехла телефона. Давно у нас с Дианой была эта идея, у нее безумно красивая сова на чехле. Именно эту сову мы с этого чехла сдирать и будем. Но для того, чтобы сделать сову, хотя она на чехле довольно на ярком фоне, мы решили на ноготках сделать черное покрытие и на черное покрытие прилепить хлопья юки. Итак, вот такой вот безумно потрясабельный фон у нас с вами уже получился. Поскольку фон красивый, рисовать на нем тоже будет сплошное удовольствие. Но черный фон таит в себе небольшую проблему. На черном фоне нам нужно рисовать через белый подмалевок. Поэтому берем белую красочку и вырисовываем подмалевочек под сову. При выполнении подмалевка не забываем про все нужные запчасти. У нас у совы должен быть хохолочек, у нас должен быть глазик, второй глазик, носик, обрисы головы и маленькое тело. В общем, сейчас это похоже просто на цветное пятно, но когда я создаю подмалевок, я сразу для себя проговариваю, где же какие запчасти у меня идут. И движениями кисти сразу же разделяю свой подмалевок на эти запчасти. Ну а теперь начинаем разукрашивать. Разукрашиваем при помощи голубого и красного оттенка. Все это очень меленько, поэтому при разукрашивании буквально-таки расставляем просто цветные пятна.
Ну и самое сложное в этой сове это, конечно же, прорисовочка, поскольку у нас очень мелкие все элементы, их нужно очень меленько все прорисовать. Вот здесь пришлось позаморочиться. Итак, выполнили полностью прорисовочку, расставляем яркие акценты. Неоновыми оттенками гель-лаков расставляем вот такие вот акцентные пятна по красным перышкам и в зеленые глазки. Ну, вроде бы красиво, вроде бы хорошо, но сова, тем не менее, у нас все равно плоская. Для того, чтобы сделать сову объемной, мы берем черную гелевую красочку, разводим ее с финишным покрытием и вот таким вот полупрозрачным вуалевым черным цветом начинаем затенять запчасти совы. У нас тень под головой, тень под туловищем и тень от бровей на глаза. Вот смотрите, мы сделали буквально таки одно движение кисточкой, и картинка поменялась полностью. Далее перекрываем нашу сову финишным покрытием и поверх готовой уже полностью работы выполняем белую прорисовочку. Опять же, яркие блики, акценты, они улучшают нашу работу, делают ее более интересной, необычной. Ну а вот эта вот объемность между слоями краски добавляет еще дополнительную глубину дизайна. Вживую смотрится просто потрясающе.
В общем, когда была готова эта сова, я практически прыгала на стуле, какая же она получилась классная. Поэтому, надеюсь, вы обязательно попробуете нечто такое нарисовать. Это очень интересно, это очень необычно и очень здорово. Обязательно попробуйте, выставляйте свои попытки по хэштегу, повторю, за Шалуновой в Инстаграм, я обязательно посмотрю, полайкаю. Ну а, собственно говоря, на сегодня у нас все. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вам было интересно, надеюсь, вам было полезно. Встретимся с вами в новых уроках. Всем до новых встреч, пока!